Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке. В этом видео я хочу рассказать об очень интересной грамматической теме использования родительного падежа после чисел. Многие мои студенты говорят, что это самая сложная и самая непонятная тема, почему такое существует в русском языке. Я так не думаю, я думаю, что здесь есть своя логика, хотя, может быть, и эта логика только для русского языка, и в других языках этой логики нет. Но давайте посмотрим. И начнем с самого первого числа, число 1. После этого числа, после слова 1, мы не употребляем родительный падеж, но число 1 у нас может быть в мужском, женском и среднем роде. Один дом, один друг. Одна машина, одна подруга. Одно окно. Число 2. Число 2 у нас тоже изменяется по родам. Два друга, два стола. Два окна, но две машины, две подруги. Слово «два» есть две формы. Два, две. Два для мужского и среднего рода, две это для женского рода. Следующие числа 3, 4, 5, 6 и так далее. Эти числа мы уже не изменяем по родам, но после чисел 2, 3, 4 и так далее всегда идет родительный падеж. Эти слова употребляются только с родительным падежом, но здесь есть нюанс. После слов 2, 2, 3, 4 мы употребляем слова в родительном падеже единственном числе. Слова существительные. Два друга, два стола. Три друга, три стола. Четыре друга, четыре стола. Или два окна, три окна, четыре окна. Или две машины, две подруги, три машины, три подруги. Четыре машины, четыре подруги. Обратите внимание, что существительные у нас в родительном падеже, но в единственном числе. И здесь важная деталь, что это касается существительных. С прилагательными немного другая история. Вы скажете два лучших друга, два больших окна, две красивых подруги или две красивые подруги. Обратите внимание, что прилагательное тоже в родительном падеже, но во множественном числе, что не характерно для женского рода. Здесь у нас существуют две формы. Вы можете сказать две красивые подруги или две красивых подруги. Конечно, чаще вы услышите именно две красивые подруги, но сегодня уже в некоторых справочниках написано, что можно использовать прилагательное во множественном числе родительного падежа. Идем дальше. Следующие числа. Числа от 5 и до бесконечности. После этих чисел мы употребляем слова, все слова, прилагательные и существительные в родительном падеже множественного числа. 5 больших столов, 5 больших домов, 5 лучших друзей или 5 белых окон, 7 лучших подруг, 7 красивых машин и так далее. То есть после чисел 5, 6, 7, 8, 9 до 20, от 25 до 30, от 35 до 40 и так далее, мы употребляем родительный падеж во множественном числе. И это касается и существительных, и прилагательных. Почему я сказала до 20, до 30, до 40? Потому что, когда вы говорите 21, вы уже говорите слово 1. И тогда мы возвращаемся в начало к числу 1. 21 дом, 21 машина, 21 окно. Когда вы говорите 22,
мы вернулись к слову 2. 22 друга, 22 машины, 22 окна. И так будет всегда. Если вы говорите число 1, то это у нас именительный падеж. Если вы говорите число 2, 2, 3, 4, то это родительный падеж, единственное число для существительных, и родительный падеж множественное число для прилагательных. Когда вы говорите 5 и так далее, это уже родительный падеж во множественном числе для всех слов. Вот такая вот интересная, необычная тема русской грамматики. Я не буду рассказывать здесь, почему так произошло, почему в русском языке у нас так интересно строится грамматика с числами. Это все историческая грамматика, все так произошло не просто так. Если вам интересно, то напишите в комментариях, я пришлю вам статьи по этой теме. Почему именно так. Но на сегодня в современном русском языке мы говорим только так. И так правильно. Ах да, я же совсем забыла сказать, что мы используем родительный падеж множественного числа не только с числами 5, 6 и другими, но также со словами, которые помогают нам считать. Много, мало, сколько, несколько, столько. Вот после этих слов, так же как и после чисел 5, 6, 7 и других, мы используем родительный падеж во множественном числе. А теперь все. Если остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я обязательно на них отвечу или запишу новые видео. Давайте общаться в социальных сетях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать все новые видео. Сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.